Всем привет на моем небольшом канале для тех, кто видит меня впервые. Меня зовут Яна, и сейчас я проживаю в Индии, в городе Мумбаи, со своим супругом Халидом и маленькой дочкой Эмилией. Вы меня много раз просили показать и рассказать об индийской косметике, что вообще в принципе в Индии продается и чем пользуюсь я. В общем, сегодня этот день настал, и я хочу вам рассказать про красоту в Индии. Во-первых, я хочу отметить, что стандартный индийский макияж мне не очень нравится. Девочки, я обратила внимание, в Индии наносят макияж максимально, как я это говорю, штукатурно. В этом нет ничего плохого, просто такая мода в Индии. На лицо наносится максимальное количество консилера, пудры и много-много-много всего. Я знаю, что в других странах это считается тоже нормой, но я такой макияж не люблю. У меня из косметики есть только консилер, есть пудра. В общем, я вам сейчас покажу, что есть у меня, что я купила в России, что я купила в Индии. Итак, я притащила вот такую свою косметичку, чтобы вам все показать. Ее я привезла прямо из России и понемножку наполняла. И что-то прямо она, слушайте, стала тяжелая. Ну, как оказалось, что у меня очень много косметики, хотя мне всегда казалось, что у меня ее нет. В общем, ладно, поехали. Я вам сейчас все расскажу. Это мои маковские тени. Помните, был такой фильм «Малефисента», и я когда-то несколько лет назад покупала тени этой коллекции. Мне очень нравится, хотя я ими практически не пользуюсь. Вот такие вот тени. Значит, здесь у меня золотые тени. Такие, как мне кажется, больше желтоватые, чем они золотые. Темно-коричневые, светло-коричневые и черные. Эту палетку я также покупала в России, если не ошибаюсь, в Литуале или в Ревгоше. Я не помню, не буду врать, но знаю точно, что в России. Мне хотелось купить одну такую классную палетку, с которой я могу постоянно быть на связи, хотела сказать, но нет, постоянно пользоваться. Вот, но тоже что-то она мне не очень зашла. Из этой палетки я пользуюсь только вот золотыми в качестве хайлайтера, иногда серебряными, вот этими коричневыми тоже иногда. Если мне лень совсем краситься, то я себе делаю стрелочку вот такими тенями. Ну и это я пару раз попробовала, но тоже не использовала, потому что, как вы уже видели, яркого макияжа на мне никогда не бывает. А дальше вот это все то, чем я пользуюсь каждый практически день. Этот крем, без которого я никуда не езжу никогда. Я беру его с собой в Индию. У меня постоянная проблема с кожей, аллергия. Я, вы знаете, уже родилась в Норильске, и у меня были отмороженные щеки из-за холода. И, в общем, это единственный крем, который спасает мою до безумия нежную, чувствительную кожу. Этот крем мне для моих аллергических реакций. В общем, ладно, про здоровье поговорили, идем дальше. Моя самая большая любовь – это помады. Как вы видите, у меня их огромное количество оттенков. И вот про них я расскажу поподробнее. Вот эта помада Lakme. Их мне подарил брат моего супруга. И их у меня очень много, как вы видите. Здесь это еще затерялось немножко более коричневого оттенка. Помады достаточно стойкие, и они продаются в Индии. Они очень популярны в Индии. Девочки, не знаю, модницы, скажу так, немножечко не по-молодежному. В общем, девочки-модницы покупают вот помады вот этой фирмы. Они достаточно яркие, как Халид говорит, я не понимаю, зачем тебе столько, они же одинаковые. Они, видите, разные. Вот он не прав. Дальше тоже вот эту помаду подарил, опять же, брат Халида. Она тоже популярная в Индии. Мне очень нравится оттенок, это розовый. Очень красиво смотрится. Я несколько раз уже в видео была с этой помадой. Смотрите, какая красота. Эта помада менее стойкая, конечно, чем блески, но тем не менее, я если наношу, я просто беру ее с собой и периодически подкрашиваю. Оттенок
Вот вы видите, пион. Вот это, кстати, моя старая помада. Я покупала ее в России несколько лет назад, и я ею практически не пользуюсь. Когда ты это открываешь, здесь раньше было прикреплено зеркало. Казалось бы, очень удобно, но не совсем. Все это дело на магнитике, открывается. Сейчас я аккуратненько положу. Как я и сказала, я ею практически не пользуюсь, хотя вот, видите, вот она практически не тронута. А так помада, конечно, хорошая, яркая и стойкая, однозначно стойкая. И мои любимые помады это маковские. Если кто-то раздумывает купить себе помаду, берите, не раздумывая, даже не думайте дважды. Это лучшая помада, что у меня была когда-либо в косметичке. Не сушит губы и притом очень долго держится. Я покупала их в России, но я знаю, что в Индии они тоже есть. И есть огромное количество разных оттенков. И я обязательно пойду и куплю себе одну помаду точно. Одна помада коралловая, другая красная. Красивая помада? Да. Мне как-то посоветовали... вот такую косметику из Беларуси. Это тушь для ресниц. В принципе, неплохая. Да, она хорошо удлиняет. На мой взгляд, остаются такие сухие комочки потом. В общем, в принципе, тушь неплохая. Но у меня есть любимица. Я вам сейчас покажу. Вот здесь вот будет видео или фото. Эта тушь, она даже продается в Индии. Обзор моей косметики уже практически подходит к концу. Так что не волнуйтесь, я скоро завершу. Это консилеры, которые мне очень нравятся. Вот этот маковский мне подарила моя подруга. Этот я покупала сама. Самое такое неинтересное, на мой взгляд, это румяна или скульптор, или бронзер. Я не знаю, как правильно, честно сказать, что это такое. Это румяна все-таки. Но я использую это и как небольшой такой скульптор в том числе. Оттенок мне подбирали прямо в магазине, в салоне. Девушка наносила на мое лицо и искала подходящий. И я вам говорила про хайлайтер. Вот у меня здесь есть катрисовские, ну и также и вы видели мои тени, которые я также использую как хайлайтер. У меня Халь совершенно не понимает, зачем я пользуюсь хайлайтером. Я наношу его вот здесь и наношу его на уголки глаз. Мне очень так нравится, когда взгляд будто бы ты блестишь, свежа, хороша. Но Халь, например, не нравится. Но он не единственный, моему папе тоже непонятно. Но красота я для себя, правильно, поэтому мне нравится, я так хожу. Ну и одна из последних, что у меня здесь есть в косметичке, это для бровей. Вот такая тушь для бровей. Это тени для бровей. Я использую по-разному, либо это, либо вот это. Достаточно удобно брать, особенно с собой в дорогу. Как видите, здесь есть все. Выдвижной ящичек, зеркальце и два оттенка коричневых. Тушь тоже коричневая. Вот это мой любимый карандаш, один из любимых. Я покупала его в Индии. Мы даже с вами вместе ходили. Это не карандаш, это каджел. Он максимально натуральный, с добавлением масла ги. Представляете? Коричневый. Мне он очень нравится. В последнее время я пользуюсь только им и тушью. Ну и понятно, своими консилерами замазать вид усталости, синяков, недоспалости. И пошла и поехала по списку. Я молодая мать. И, наверное, один из моих самых любимых бальзамов для губ. Я тоже покупала его здесь, в Индии, в этом же магазине. Наверху вот вы видите ссылочку. Я добавила на это видео. Это обалденный бальзам для губ. Я такой в России не видела и не покупала ранее. Он моментально смягчает губы и держится на губах хорошо, не скатывается, не засыхает за секунду. В общем, защищает просто на максимум. Если видите, у меня здесь на губах есть такая... Наверное, я бы сказала, что это корочка, но нет, это как, наверное, шрам.
я из Норильска, у меня отмерзали не только щеки, но и губы в том числе, как бы это забавно не звучало. И я еще тогда была ребенком, поэтому что делала с этой корочкой? Ну, конечно же, просто-напросто ее сгрызала, как какое-то дикое животное, дикий каннибал. В общем, и это масло, даже этот бальзам справляется даже вот с такими вот губами. Представляете, это просто... Я сейчас нанесу и покажу вам. Просто, чтобы вы понимали, насколько здесь жарко. У меня бальзам тает. Вы только посмотрите, какая красота. Вот я нанесла ее только что. Вот у меня еще, видите, блестит на пальце на большом. Единственный, кто залез, потому что я сломала ноготь. В общем, и мне безумно нравится. Губы, конечно, после этого увлажненные, не сухие, прям здорово. Самое то. Огромное количество на ютубе макияжа индийского предназначено для свадеб. Но так как сейчас мы с вами на свадьбу не идем, поэтому я с горю пополам, но нашла что-то более похожее на повседневный. Вот. В общем, я сейчас попытаюсь повторить за девочкой и спрячу свои синяки и отек. Я сейчас повторю за девочкой, максимально постараюсь приблизиться, потому что, как я уже и говорила, у индийских девочек огромное количество косметики. У меня столько нет, поэтому воспользуйся тем, что есть. В общем, ладно, поехали. Так, обещают нам по итогу вот такой красивый макияж. Но мне кажется, это такая красивая девочка. Я выбрала ее, наверное, потому что девочка сама по себе красивая. Что у нее там с макияжем? Посмотрите, какая она красивая и без макияжа. В общем, ладно. Вот этих вот различных красивых кремов, которые блестят, которые матируют кожу, что они осветляют кожу, у меня, естественно, нет. И, кстати, в Индии огромное количество вот этих всяких кремов как раз-таки предназначены для того, чтобы осветлить кожу. Вот, я как-то искала себе крем для лица и столкнулась именно с предложением осветлить кожу. Но мне это не надо, куда еще-то сильнее. Итак, у меня как-то была фотография, я вам сейчас не покажу, я вернусь в Россию и найду ее. Я отдыхала на пляже в Таиланде, мы с Халидом летали. И там я лежала на песке и полностью слилась с песком. Какой-то был кошмар. Вот, я вам как-нибудь обязательно покажу, когда вернусь. Вот, видите, огромное количество вот пошло, какие-то там у них тональники, у меня только нету. Но воспользуюсь сегодня вот таким я консилером, просто консилером. Чтобы что-то видеть, слушайте, я без очков снимаю. Обычно вот у меня есть зеркальце свекрови, вот оно увеличивает на миллиард раз. Вот им сейчас буду пользоваться. В общем, ладно, нанесу сейчас консилер и снова вернусь к вам. Ну вот, по мне так уже и хорошо. Синяков не видно, замазали все какие-то покраснения. Смотрю еще, что девочка наносит как раз-таки этот самый контуринг. У меня его нету, точнее средств для контуринга у меня нет. И я, в принципе, если сказать честно, никогда не пользовалась таковым контурингом. Но знаю, что многим девочкам это очень красиво. Чуть-чуть, только чуть-чуть. Ты сейчас там намажешь. Очень красиво. Я нанесла небольшое количество скульптора, точнее румян. Нанесла их вот здесь и немножко, как вот девушка на видео, добавила вот сюда. Думаю, мало ли, может, у меня нос уменьшится. Уменьшился нос? Красиво? Уменьшился? Дочка сказала, уменьшился. Что-то, мне кажется, можно было даже и не начинать. Вот я сейчас смотрю, я до этого не смотрела это видео. Я просто увидела по обложке, что выглядит красиво. Но такое количество различных, слушайте, пудр и всего у меня просто нет. И я не понимаю, зачем я вообще все это начала. А вот карандаш для бровей у меня есть. Минутку. Точнее, мои тени. Тени для бровей в студию. Милюш, ты что, тебе тоже надо? Нет, мама тебе. Да. Ладно, брови появились. А пока изначально, когда только накрашу брови, сразу кажется, да, как Матрёна. Но на самом деле вроде неплохо.
Сейчас еще глаза сделаем и нарисуем, как говорит мой папа, глаза, и что-то будет похоже уже на красоту. Так, девушка наносит тени. Это какой-то прям кошмар. Я уже сказала Халиду, что мне надо в магазин. Я тут вот замутила макияж и поняла, что у меня ничего нету для нормального макияжа. В общем, поедем и обязательно что-нибудь купим, либо я закажу. В общем, ладно. Девушка наносит себе тени, красивые тени. У меня, как вы уже поняли, таких нет. Но есть похожие. Я вам показывала уже палетку. Мы сейчас воспользуемся вот этими светлыми тенями. Пока здесь что-то пытаюсь, крашусь, повторяю за девочкой. Поняла о том, что да, однозначно похоже не получится, потому что здесь там идет дальше реклама теней, которые мне оказалось, что мне тоже надо. В общем, я сказала Халиду сегодня заказать, наверное, или все-таки съездить купить. Сейчас посмотрим, как он закончит работу. Вот, мне понравились эти жидкие тени и понравился вот этот карандаш. Она здорово, конечно, придумала. Макияж хороший, но получается, что макияж вот полностью, как грубо говоря, из комплекта. У нее есть определенные тени, определенный карандаш, который подходит к этим теням, и получается очень здорово. Если бы я посмотрела видео чуть раньше, прежде чем снимать это все в режиме реального времени, может быть, бы надо было изначально все купить. Вот, но мы не ищем легких путей, поэтому сейчас делаем, как делаем. Что-нибудь да получится же, правильно? Вот она достала карандаш, у меня тоже есть карандаш. В общем, пошла уже от себятина. Я сделала себе небольшие стрелочки. Девочка в видео нанесла карандаш вокруг глаза, просто вот кружочком, как говорится. Я так не сделала, потому что тогда у меня получится круглые глаза и большое лицо. Я так не люблю, поэтому я сделала небольшую стрелочку, чтобы немножко вытянуть глаза. И плюс карандаш я не наносила до конца, а лишь, грубо говоря, из жирной стрелки в тонко уходила в середину глаза. То есть, ну вы поняли, да, как получается. То есть вот отсюда, видите, здесь в уголках у меня, получается, карандаша нет. И я провожу карандаш тонко-тонко внутри, прям еле заметно. И постепенно выхожу из середины, то есть чтобы глаз был немножко приоткрыт и большой, иначе будет прям беда, я говорю, буду как Матрёна ходить. В общем, получилось как получилось. Does it look Indian makeup? Indian? No? How does it look? Indian anyway. В общем, получилось вот так. По мне так неплохо. Не совсем похоже на макияж той девочки. Но я уже вам все объяснила, почему. В общем, но все равно мне кажется неплохо. Как вам? Для меня необычно, потому что я обычно так не крашусь. А сегодня немножко ярко. Мы сейчас со свекровью ходили снова в салон красоты, там было очень много людей, поэтому я ничего не снимала, но могу вам сказать о том, что девушка в салоне красоты похвалила мой макияж и сказала, что это очень красиво. А девочка индианка, поэтому для меня это много значит, мой макияж неплохой. А еще я вам хотела показать подарок моей свекрови, она мне купила и сделала вот такой сюрприз, сейчас я вам покажу. Она мне купила вот такое красивое сари, точнее два. Вот первое, вот это бежевое, бежево-красное. Я уже заказала себе блузку. Как только она придет, я вам покажу все вместе. Получается, она мне купила вот такое сари. И одно вот такое, черно-красно-бежевое. Оба сари шелковые, скатываются, он, как видите, с плеч, не удержать. Да и плюс, вы знаете, как сложно сари потом свернуть. В общем, я заказала две блузки, они придут через пару дней, и я вам обязательно покажу это сари полностью, точнее оба. Но, конечно, очень красиво. Вообще у меня в семье никто сари не носит, и я, можно сказать, одна из первых. Но я давно хотела уже себе сари. Думаю, не важно, что я не ношу, и мне тоже кажется это достаточно неудобным, пусть будет. Вот такая красота.
Плюс у меня есть в планах на следующий год, когда мы приедем, поехать в Агру и еще в кое-какое место. И там я хочу быть уже просто на максимум традиционной одежде, поэтому обязательно с собой эти сари возьму. У меня есть еще парочку любимых, которые мне хочется купить, но я их куплю уже чуть позже, пока хватит. В общем, я надеюсь, что вам понравилось мое сегодняшнее небольшое видео. Как вы уже заметили, в Индии абсолютно такая же косметика, как и в любом другом городе или стране. Единственное различие, возможно, в каких-то местных фирм, но они в основном продаются в малюсеньких магазинчиках. Я спросила у свекрови, и она мне сказала, что обычно она точно так же, как и я, заказывает вот такую подобную, которую я вам показала. Но мы с супругом договорились, что все-таки мы сходим по магазинам, и я вам еще покажу наглядно макияж, а точнее косметику прямо в магазинах, что девочки покупают. В общем, спасибо вам большое за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось, и если вам понравился моя попытка сделать красивый макияж, и не забывайте подписываться на мой канал, и до новых встреч, пока-пока!